Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив Canon для EFM системы 22 мм f2. Где-то год назад я взял себе вместо Canon 90D все-таки достаточно громоздкой зеркалки, хотя и очень даже неплохой, очень хороший, я бы даже сказал, на которую обзор у меня на канале имеется. Я, взял себе Canon EOS M6. Потому что эта камера, во-первых, беззеркалка уже, она хоть и, может быть, не самая новая, не самая современная и не супер мощная, но, на мой взгляд, достаточно универсальная штука. Мне ее, в принципе, возможностей более-менее хватает. Она, может, каких-то из сверхзадач и не решит, но вполне нормально справляется. Я сейчас на нее записываю видео, да, там пишет Full HD, оно может быть и мыльное, но вполне себе качественное. Но в плане фото там вообще вопросов никаких нет, то есть более-менее нормальная матрица на 24 мегапикселя. Конечно же, с динамическим диапазоном и шумами хуже, чем на микро 4 третьих, но в принципе мне на это абсолютно пофиг. Самое главное, что следящий автофокус Dual Pixel там прекрасно работает. Фокуса по глазам, конечно, нет, только по лицу, но на APS-C системе это не так критично, и я не особо снимаю на каких-то уж очень сильно открытых дырках, так что промахнуться довольно трудно на нее. Ну и взял я эту камеру сразу же с китом 18-150 мм. Хорошее достаточно стекло, тоже с очень универсальным разлетом фокусных расстояний. Это получается 29 на 240 мм в эквиваленте. Обзор на этот объектив тоже есть на канале, можете тут по всплывашке глянуть, если интересно. Ну и, конечно, я достаточно продуманно поступил и сразу же к EOS M6 взял себе переходник от Viltrox, который стоит, кстати говоря, в 2 раза дешевле, чем родной кэноновский, но при этом по функционалу ничем ему не уступает, никак вообще не отличается. Я, скорее всего, думаю, что Viltrox просто в наглую стырили все, что там было в родном, и просто там на свой лад, немножко на свой дизайн переделали. Может быть, обратным инжинирингом они этого добились. Может быть, просто вот в тупую сперли, скопировали все, что там сделано. Короче говоря, Viltrox-овский переходник позволяет тебе ставить любую оптику на эту камеру от EF и EFS. И работают они все прекрасно, работают с Dual Pixel. Ты можешь взять себе объектив из даже 80-х годов, поставить на эту камеру, и она будет прекрасно фокусироваться и следить за лицом. И понятно, что я очень большое количество объективов самых разных перепробовал, естественно, с кропов Canon зеркальных. Например, недавно, буквально на днях, вот я выпускал как раз обзор на объектив под EFS 24 мм f2.8. Прекрасный абсолютно блинчик, очень хороший фикс, с отличными оптическими качествами. Мне он прям понравился. Но хотелось не заполучить все-таки какой-то родной, даже и не родной, ладно, бог с ним, но какой-нибудь компактный фикс на саму систему EFM без переходника, чтобы можно было использовать, чтобы это в связке камера и объектив выглядело, не очень крупным каким-то устройством таким. Ну и как раз наш сегодняшний герой, к счастью, существует. 22 мм f2, тоже в форм-факторе блинчика, он маленький, легкий, компактный. Прекрасное стекло. Сегодня вот я про него как раз буду рассказывать. Но у Canon на EFM Bayonet что-то как-то стекол не густо. Вышли от Viltrox сторонние, да, если так рассматривать, от Sigma по 3 объективчика с дыркой 1.4, они, безусловно, классные, и те, и другие. Sigma, конечно, сильно получше, но она немножко и подороже, примерно на треть, чем Viltrox. Ну, а сам Canon, понятно, что можно уже никаких надежд не питать, да, не будет явно в этой системе ничего больше выпускать. Сейчас они уже навыпускали кропов на RF Bayonet и будут развивать и углублять уже свою новую систему. EFM, вероятнее всего, 99% уже давно всеми забыт и заброшен и так далее. Ну а Canon 22 мм f2 вышел сразу же вот на старте системы в 2012 году, когда и появился первый Canon EOS M. И стекло действительно привлекательное, даже спустя 10 лет, если ты используешь эту систему, оно маленькое, легкое, компактное, бесшумно фокусируется. В эквиваленте, если пересчитать при кроп-факторе Canon 1.6 22 мм, это получается как 35 мм. Ну и реально очень маленький размер, форма блинчика очень хорошо сочетается с максимально компактными EOS M камерами. Объектив маленький, легкий, вес у него всего 105 граммов. Байонетные крепления идут из металла. Тут написано, кстати говоря, что сделано в
Тайване. Сам корпус изготовлен в основном из пластика, но собрано все достаточно качественно, на современном таком вот уровне, дизайн и стиль вот этот вот современных Кэнонов. Диаметр светофильтра 43 мм, хотя фактически передний элемент гораздо меньше. Замечательно смотрится на маленьких тушках, которые у EOS M серии присутствуют. В данном случае на M6, например. Единственное, что у него не совсем мне нравится то, что при фокусировке изменяется немножечко размер тубуса. То есть вот так вот в включенном состоянии на несколько миллиметров он выдвигается и немножечко двигается, когда меняется точка фокуса. Ну, это такие мелочи, по сути, он в размерах особо не меняется, так что все окей. Сразу же сходу я вам скажу, что объектив не идеален, у него имеется ворох мелких каких-то недостатков, но большинство из них или легко поправимы, или не особенно прямо уж так как-то важны. Объектив предельно резкий на прикрытой диафрагме, там, допустим, до f5.6, у него очень ровная картинка, от угла к углу, все супер резкое, что центр, что края. Но если будем смотреть картинки очень внимательно, прям вглядываясь в них на открытой, там f2, f2.8, то да, края чуть-чуть будут послабее, чем центр, но не очень значительно, то есть не прям там в разы какие-то, а чуть-чуть похуже. Если не заниматься пиксель-дрочевым, этого можно вообще не заметить. Как у объектива Canon EFS 24 мм f2.8, про который я вот недавно рассказывал, у него вполне себе рабочая открытая диафрагма. Тут, конечно, может быть картинка чутка похуже, чем на закрытой. Резкость практически никак не страдает, и какие-то жуткие дефекты не вылазят, то есть там не начинают у тебя переть хроматические аберрации или еще что-то. В этом плане 22 мм f2 от Canon, он, честно говоря, сильно лучше, чем аналогичный, ну и примерно такого же, наверное, порядка Prime объектив от Fujifilm 23 f2. Я его довольно много тоже использовал. И там открытая диафрагма, прямо скажем, не очень. У фуджиковского объектива на f2 все-таки хромота прям серьезная лезет, и углы гораздо мягче, и вообще картинка становится в целом мыльноватой, даже не в углах, а в середине. То есть там разрешение прям сильно падает на максимально открытой диафрагме. И у Fuji более-менее рабочие какие-то характеристики начинаются с f2.8, так что f2 там только для каких-то крайних ситуаций. У Canon же можно вполне смело снимать на f2 и получать отличный результат. Нет, конечно, у нашего сегодняшнего блина на f2, там f2.8 тоже не абсолютно какая-то безупречная картинка, там не могу назвать ее прям сверхидеальной, но просто как факт, у него резкость, контрастность, все на достаточно высоком уровне сохраняется. Да, появляется на краях объектов, конечно, небольшая циановая тоненькая каемочка, но она прям действительно очень маленькая и очень тоненькая, и на постобработке ее убрать абсолютно легко и несложно, это не требует там какой-то возни, не нужно никакие ползунки двигать, ты просто нажимаешь одним кликом убрать хроматические аберрации, и любой RAW-конвертер тебе все это своими собственными алгоритмами уберет. Ну а на закрытой дырке резкости просто за глаза, никаких хроматических аберраций особо не лезет, так что можно абсолютно смело снимать себе пейзажи, какие-то такие детализированные сцены. Единственное, что обращает на себя внимание, особенно когда ты снимаешь какую-то яркую сцену, светлую, у объектива 22 мм f2 у него сохраняется все-таки виньетка на любых показателях диафрагмы, как бы ты ее не закрывал. На f2 она особенно заметна, естественно, с прикрытием она становится менее ощутимой, но полностью никогда не исчезает. Но опять же на посте или профилем объектива, или просто руками ты можешь ее совершенно легко исправить. Это не такая уж большая проблема. Да и я чаще всего ее вообще не исправлял. Ну, есть там какая-то небольшая виньетка, ну и хер-то с ней.
Но вот с боковой засветкой у объектива наблюдаются действительно серьезные проблемы. Бликов-то, конечно, серьезных он не ловит, особенно если солнце где-то там в середине, ну, будет там выбито немножко это место, где солнце, у тебя прямо вот такие круглые зайцы посреди кадра где-нибудь в середине не полезут. Нет, такого, конечно, здесь не будет. Но если солнце где-то сбоку наяривает под острым, особенно углом, то появляются, да, реально в кадре могут появиться лучи, такие засветки, не очень приятные, теряется контраст от этого. В одной домашней съемке ранним утром девочку снимал, использовал это даже как дополнительный такой спецэффект. И это все же ограничивает немножко его применение в яркий какой-нибудь солнечный день, потому что тебе надо думать о том, под каким углом ты снимаешь, постоянно как-то, ну, на это немножко оглядываться. Также объектив очень хорош при съемке архитектуры. Я наснимал огромное количество кадров с интересными зданиями, когда ездил вот тут недавно летом в тридевятое царство государства. Там большое достаточно количество сохранилось еще немецких зданий. Они, конечно, все в плачевном состоянии, выглядят как будто только что их бомбили. Там, кстати, некоторые буквально как были разбомбленные в 40-е годы, так они и остались в том же примерно состоянии. Я не шучу, если что, я там с жителями некоторыми разговаривал. Но мы сейчас не совсем про это снимаем, так что не будем отвлекаться. Я, в общем, это к тому, что у объектива дисторсия, конечно, имеется, но она не очень сильная, прям реально слабенькая дисторсия. Поэтому в большинстве кадров я ее даже вообще никак не исправлял. Кое-где я только трапециевидные искажения исправил, то есть, ну, потому что я все-таки с нижней точки снимал, здания как бы пирамидками становились, это все понятно. А так, никаких таких уж прям жестких скруглений по краям или какой-то такой видимой, ощутимой дисторсии там, ну, не наблюдается. Также объектив фокусируется очень близко, даже ближе, чем блинчик вот этот 24 мм V8, про который я рассказывал. Он аж с 15 сантиметров фокусируется, так что можно приоткрыть диафрагму, да даже можно сильно не открывать, там на F4, например, снимать, и у тебя все равно получится очень приятная бакешечка с кружочками, с мягким размытием, с приятными такими переходами. С близкого расстояния реально классные снимки получают всяких цветочков там вот, и вот прочие подобные лабуды. Хотя я всяких разных собачек и котиков наснимал тоже с очень близкого расстояния. Местами на прикрытой диафрагме, местами на открытой где-то до F2.8. Ну, чтобы как бы не промахнуться на F2, все-таки, когда ты совсем в упор снимаешь животное, которое двигается, можно промах словить. Ну, и если смотрите мой канал, знаете, что я люблю все снимать прямо вот с близкого расстояния, особенно если что это живое, если это человек, если это животное. Не люблю я вот этих жеманных фоточек издалека на какие-то телеобъективы, там, как мышь какая-то из засады. Нет, я люблю подойти и, блядь, снять.
Ну и очевидно, для портретов 22 f2 тоже отлично подходит, потому что 35 мм очень хорошее универсальное фокусное расстояние. Можно и поясные портреты снять, и в полный рост можно снять. У тебя черты как-то не будут искажаться. Ну, и опять же, если ты будешь снимать с близкого расстояния, то черты лица у тебя будут искажаться, но, бля, кто мне запретит снимать симпатичные мордашки с близкого расстояния? Хочу и снимаю. И пускай они выглядят уже немного даже как-то по-мультяшному забавно, но ну и что? Ну а в стрите эти небольшие искажения, они в принципе позволяют тебе придать кадру некоторой динамики. И я, конечно, предпочитаю снимать на более широкие фокусные стрит-фотографии, это на 20 мм, 28 мм, чтобы подходить еще ближе и чтобы еще сильнее были какие-либо искажения. Ну, в принципе, и на этом некоторые кадры довольно забавно смотрятся. Хотя, конечно, на 35 мм я чувствую себя немного скованно, как бы не совсем могу получить то, что мне хотелось бы. Как бы это объяснить, с 35 мм я, наверное, чувствую себя чуть менее вовлеченным в то, что я снимаю, но, тем не менее, все равно фокусная достаточно удобная, и мне с ним вполне комфортно. Ну и подводя итог этому видео, хочу сказать, что объектив Canon 22 мм f2 на EFM Bayonet абсолютно прекрасен. Это просто тупо лучший объектив в этой системе. Да, конечно, те же сигмовские фиксы, они, конечно, гораздо круче, чем он оптический, гораздо, может быть, интереснее в каких-то определенных ситуациях, но он просто более универсальный. Ну, сами посмотрите, допустим, мы берем сигмовский 16 мм f1.4. Он огромный, вот такая вот примерно дура по длине, он тяжелый, там до хрена элементов, и ну, как бы на компактной камере он смотрится абсолютно нелепо. Я его нацеплял на EOS M6. Да, для серьезной съемки окей, но, например, стрит на него не поснимаешь, хотя это и получается примерно 27-28 мм в пересчете. Эквивалента мне более всего нравящийся, но на него реально будет неудобно снимать. 56 мм f1.4 от Sigma, ну там это уже чисто портретный объектив, узконаправленный, прям реально только для портретов годящийся. Очень крутые портреты на него получаются, у него отличная резкость с открытой, с этим вообще не поспоришь. Я на него поснимал на разных системах, на микре попробовал и на APS-C камерах. Он классный, к нему вопросов никаких нет, но опять же это не компактное стекло на каждый день. Ну а этот маленький, блин, он прям реально прекрасен. То есть он исполняет тебе и хорошее качество, и при этом он мал, компактен, легок. Ты его можешь нацепить на камеру, таскать каждый день, не переодевая вообще в принципе, только вот какие-то определенные нужды меняя уже там стекла. Так что если у вас камера Canon с байонетом EFM, и по какой-то неведомой мне причине у вас нету до сих пор этого объектива 22 мм f2, можете смело покупать его, исправлять этот косяк свой, потому что, ну, реально это очень классный объектив, и иметь его просто приятно. И что самое главное, он дешевый, он на вторичке стоит копейки, да и в принципе новый, если пойти в магазин посмотреть, приобретать, он тоже не стоит каких-то запредельных денег. Он при всем, при том, что я сейчас описывал, при всех его положительных качествах, еще и дешевый. Ну а я надеюсь, что мой обзор для вас окажется полезен, так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что думаете. Ну и до новых встреч, пока.